Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 1 июня, первый день лета, мы проводим промежуточный выпуск. Замечательное время. Надеюсь, что лето будет достаточно жарким для того, чтобы принести перемены. И надеюсь, что осень эти перемены наконец завершит. И надеюсь, что в конце осени, возможно, в начале зимы мы будем иметь новую реальность. Ну, не будем торопиться, не будем забегать вперед. Давайте все по порядку. Да, сразу хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что в описании к нашему вчерашнему ролику вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, в пятницу, 2 июня. Так, давайте новости. Новости у нас сегодня День защиты детей, выступление человека, похожего на президента России Владимира Путина. Выглядит все довольно кощунственно, так как президент России Владимир Путин имеет непосредственное отношение к гибели тысяч детей. Еще раз повторяю, президент России Владимир Путин лично имеет отношение к гибели тысяч детей. Не говоря уже о десятках тысяч семей, которые были разлучены с детьми, которые были лишены собственного дома. Те дети, которые были ранены, остались калеками. Те дети, чье детство испортил президент России Владимир Путин. Ну, испортил это я так очень мягко говорю. Я понимаю, что нормальными словами всю боль не передать тех семей, тех детей, которые пострадали из-за той войны, которую развязал президент России Владимир Путин. Это, конечно, катастрофа. Прежде всего, мы, конечно, сейчас говорим про украинскую сторону, но мы понимаем, что и в России есть люди, есть дети, которые, несомненно пострадали. Давайте вообще расскажем о целом поколении людей, которые были рождены и выросли, да, практически за время нахождения у власти президента России Владимира Путина, которых он также лишил детства, которых он также лишил перспектив. Он лишил перспектив всю Россию, да, это понятно. Но тех детей, которые были рождены в России за время его правления, он лишил детства и лишил перспектив. Если еще в начале его карьеры можно сказать, что дела шли более или менее, дальше ни шатка, ни валка, и вот все превратилось в катастрофу. Вся катастрофа движется даже не к своему апофеозу, а к своему, к сожалению, по большей части. Опять-таки не хочу говорить плохие слова, но все, к сожалению, при нынешнем президенте Владимире Путине именно туда и движется. Про любовь к детям сегодня там было сказано несколько слов, но опять-таки, так как это говорил человек, похожий на президента России, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, не будем окунаться в эти новости. Но День защиты детей и Путин это, конечно, две несовместимые вещи. Да-да, именно вещи. Посмотреть на Путина иначе, как на вещь, в таком случае, просто не приходится. Так, ладненько, давайте от философии перейдем к новостям. В Беларуси, в Республике Беларусь, небольшое замешательство. Обменивается опытом на сегодняшний день нынешнее белорусское руководство в лице узурпатора Александра Лукашенко и российские силовики делятся опытом, делятся впечатлениями и делятся, самое главное, перспективами возможной передачи власти в Республике Беларусь. Еще раз давайте акцентируем внимание, возможной. Так как белорусский лидер чувствует себя не лучшим образом, вроде бы поправляется, но опять-таки человек смертен, что самое интересное, смертен внезапно. Так вот, при том диагнозе, который есть у Лукашенко, смерть внезапно, и вполне может так статься, что власть в Беларуси надо будет, что называется, аккуратно передавать в надежные руки после смерти Лукашенко.
Сын Лукашенко, Виктор, вылетел в Пекин, ведет там переговоры. Ведет переговоры прежде всего по сохранению активов, прежде всего по возможности переместиться семье, именно семье президента, в случае неурядицы в Республике Беларусь, как раз в Китай переждать большие перемены, ну, либо навсегда остаться в Китае. Конечно, все это рассматривается на крайний случай, но так как мы знаем, что крайние случаи — это как раз те случаи, которые наиболее часто встречаются, и наиболее, извините, не встречаются, а случаются, то, судя по всему, семья Лукашенко готовится не зря. Надо понимать, что народ Республики Беларусь терпелив, но всему когда-нибудь приходит свой конец. Скорее всего, со смертью диктатора будут происходить большие перемены. Я так понимаю, что оппозиция Республики Беларусь готовится к разным сценариям. Я бы советовал готовиться к самым радикальным сценариям, если вы, уважаемые оппозиционеры, без разницы, в какой стране вы находитесь, но вы гражданин Республики Беларусь, отстаиваете путь демократического развития дальнейшей вашей страны, то будьте обязательно и непременно готовы к радикальным действиям. Еще раз подчеркиваю, радикальным действиям. Против силы нельзя действовать бессилием. Надо действовать обязательно превосходящей силой, либо превосходящей дерзостью. Тогда есть шанс на победу. Посмотрим, как все будет происходить, посмотрим, насколько плавно будет проходить передача власти в Республике Беларусь, если, конечно, она будет переходить до свержения нынешней власти в России. Так как российская власть готова поддержать белорусских силовиков тем или иным способом, сейчас как раз эти способы обсуждаются, то, соответственно, и будем, что называется, наблюдать над тем, как это все будет происходить. Потому что если сначала в России произойдут перемены, то в Беларуси, в Республике Беларусь перемены произойдут, нет никаких сомнений. И помочь тогда белорусским силовикам будет абсолютно некому. Я думаю, что участь большинства белорусских силовиков печальна. Я в этом уверен. Укрыться в России им не удастся, потому что если в России придет власть, которая будет вести страну по демократическому пути развития, всех без исключения сбежавших в Россию силовиков, которые совершали преступления в Республике Беларусь, всех выдадим, всех без исключения. В том числе и выдадим тех украинских силовиков, которые сбежали в 2014 и в 2015 году из Украины в Россию. Всех без исключения. Я хочу, чтобы люди об этом знали и помнили. Так, теперь перейдем теперь к следующим событиям. Следующее событие, извините, это, давайте скажем так, не ссора, а выяснение отношений между приближенными Рамзана Кадырова и Евгением Пригожиным. Сегодня, давайте опять-таки обратимся к блатному жаргону, кинули предъяву приближенные Рамзана Кадырова Евгению Пригожину. Пытались набить ему стрелку и так далее, и так далее. Пригожин явно немного не понял, чем вызвано такое отношение к нему со стороны его недавних партнеров по борьбе, ну, если это так можно назвать, по войне. Однополчан, можно сказать, наверное, так. И был, конечно, крайне удивлен, но съехал немного, так как он готовится к большим политическим событиям, то, соответственно, понимает, что сейчас ввязаться в распри с достаточно влиятельными и достаточно дерзкими людьми, которые, возможно, в какой-то мере не уступают ему в дерзости, но на сегодняшний день это потерять окончательно свои позиции и, ну, по крайней мере, если не потерять, то серьезно пошатнуть те позиции, которые у него безусловно есть. Еще раз подчеркиваю, я лично считаю, так как ведет себя Пригожин, он себе выбил некоторые позиции в нынешней российской власти и на сегодняшний день входит в топ людей, которые обладают реальным рейтингом и реальными возможностями влиять на нынешнюю политическую ситуацию в России. Таких людей совсем немного, но вот Пригожин ворвался в этот пантеон и находится там. Воевать или противостоять
приближенным Кадырова или самому Кадырову, конечно, он не будет и будет стараться всячески избежать подобной эскалации. Так, мы с вами уже 10 минут в эфире. Мы обсудили основные темы сегодняшние, возможно, конечно же, не все, но, по крайней мере, те, которые я посчитал нужным обсудить, и которые я посчитал нужным и необходимым с вами поделиться своими рассуждениями. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Я хочу, чтобы вы об этом помнили. Я надеюсь, вы об этом помните, конечно же, знаете. Помогайте нам. Нам действительно необходима ваша помощь. В описании к этому ролику есть наши криптовалютные кошельки. Есть также возможность подписаться на наш Patreon и на финансирование этого канала, на спонсирование, извините. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.